Мы привыкли думать, что разум — это то, что у нас в голове, верно? А что, если это не так? Что, если ваш смартфон, ваши заметки, даже поисковая строка — это самое настоящее физическое продолжение вашего разума? Звучит как научная фантастика, но эта философская идея может полностью перевернуть наше представление о том, как создавать искусственный интеллект. И вот главный вопрос на сегодня. А может ли искусственный интеллект сделать то же самое? Может ли он использовать, скажем, книги, базы данных или весь интернет не просто как шпаргалку, а как часть самого себя, как продолжение своего цифрового разума? Так, чтобы в этом разобраться, нужно понять одну вещь. Есть, по сути, два главных способа, как ИИ получает знания. Представьте, что ему нужно сдать экзамен. Вариант первый — все вызубрить. Вариант второй — прийти на экзамен с открытой книгой. Вот смотрите. Зубрежка — это то, что называют тонкой настройкой. ИИ, по сути, перепрошивает часть своего мозга, чтобы новые знания стали его неотъемлемой частью. Ну, как выучить стих наизусть, он просто у вас в голове. А вот экзамен с открытой книгой — это технология RAG. Сам ИИ при этом вообще не меняется. Ему просто дают доступ к огромной библиотеке, и он ищет ответы там прямо по ходу дела. И вся эта история не просто теория. В ее основе недавние исследования Пола Смарта и его коллег. И что самое интересное, среди них был и знаменитый философ Энди Кларк. Они провернули один очень любопытный эксперимент, о котором мы сейчас и поговорим. Так что же они сделали? Они решили создать цифрового Энди, то есть искусственный интеллект, который бы рассуждал как философ Энди Кларк. Но вместо того, чтобы заставлять ИИ зубрить все его труды, они как раз и пошли по пути открытой книги. Схема работы там на самом деле довольно простая. Человек задает вопрос. Специальная система тут же прочесывает все работы настоящего Энди Кварка и находит самые подходящие цитаты. А потом она отдает нейросети и сам вопрос, и эти найденные отрывки. Говорит, мол, вот тебе вопрос, а вот релевантный материал. Сформулируй ответ на его основе. И ИИ генерирует ответ, опираясь именно на эту внешнюю информацию. И вот тут начинается самое, пожалуй, интересное во всей этой истории. Сами того не ожидая, исследователи, создавая цифрового Энди, фактически воссоздали условия одного знаменитого мысленного эксперимента. Ирония в том, что автором этого эксперимента был сам Энди Кларк. Это его теория расширенного разума. Суть ее в том, что наш разум не заканчивается на границах черепа. Любые внешние инструменты, на которые мы постоянно и доверительно полагаемся, будь то блокнот, смартфон, что угодно, могут стать такой же частью наших мыслительных процессов, как и биологическая память. Классический пример, который приводят Кларк и Чалмерс, это история про Отто и Ингу. Представьте, у Отто проблемы с памятью, поэтому он все записывает в свой блокнот, а Инга все прекрасно помнит сама. Им обоим нужно попасть в музей. Инга просто обращается к своей памяти, чтобы вспомнить адрес, а Отто открывает свой блокнот. Так вот, теория утверждает, что в этот момент блокнот для Отто — это не просто инструмент. Он выполняет ровно ту же функцию, что и биологическая память для Инги. То есть блокнот — это часть разума Отто. А теперь давайте вернемся к нашему цифровому Энди и посмотрим, какая тут вырисовывается поразительная параллель. Мозг Отто — это, по сути, внутренняя нейросеть ИИ, а его блокнот — это та самая внешняя база данных с текстами Кларка. Видите, структура-то один в один. И тут, конечно же, возникает главный вопрос. Если для Отто его блокнот — это часть разума, то, может быть, цифровой Энди — это и есть первый в мире пример искусственного интеллекта с расширенным разумом? Именно этим вопросом и задались сами исследователи. Неужели они только что, возможно, случайно, создали первую машину, чей разум выходит за рамки ее собственного кода? И ответ, который дали исследователи, включая самого автора теории Энди Кларка, может вас удивить. Их вердикт? Нет. Почему? Все дело в так называемой проблеме субъектности или агентности. Смотрите, Отто сам по своей воле решает заглянуть в блокнот. Он активный деятель. А вот цифровой Энди абсолютно пассивен. Это не он решает обратиться к базе знаний. Это внешняя программа делает за него. Находит информацию и просто, скармливает ее нейросети. У самого ИИ нет никакой инициативы, никакого выбора. Но вот что важно. Это не удача, это на самом деле не конец. Наоборот, это очень четкий указатель. Он показывает нам, куда движется следующий этап эволюции искусственного интеллекта.
Встречайте следующее поколение — агентные языковые модели. Вот они-то как раз и решают ту самую проблему субъектности. Такой ИИ может сам понять, что его собственных знаний не хватает для ответа. И тогда он по своей инициативе может пойти в интернет за информацией. Или, например, решить, что для расчетов ему нужен калькулятор, и обратиться к этому инструменту. Это и есть так называемый активный RAG. И вот именно такие проактивные системы — это и есть настоящие кандидаты на звание первого ИИ с расширенным разумом. Ведь когда нейросеть сама решает, когда и как ей использовать внешний мир, вот тогда-то философская концепция и начинает превращаться в технологическую реальность. И что же из этого следует? А то, что когда ваш ИИ-помощник в следующий раз сам решит полезть в интернет за ответом, знайте, это нечто большее, чем просто работа алгоритма. Возможно, мы наблюдаем рождение первой формы искусственного разума, который по-настоящему учится выходить за собственные пределы.